В апреле 2026 года человечество наконец сделало шаг, которого ждало больше полувека. Впервые за 54 года люди снова покинули пределы привычного околоземного пространства и отправились в сторону Луны. Миссия Артемис-2 уже началась. Ракета успешно стартовала, корабль «Орион» с экипажем вышел в полет, и теперь 4 астронавтов — Рид Вайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен — находятся на борту в самом важном пилотируемом путешествии нашего времени. Это еще не высадка на поверхность Луны. Эта задача остается за следующей миссией. Но именно сейчас происходит нечто не менее важное. Человечество впервые за многие десятилетия снова отправило людей туда, где заканчивается относительная безопасность околоземной орбиты и начинается настоящий дальний космос. И хотя старт уже состоялся, самое трудное в этой истории еще не позади. Наоборот. Успешный запуск был только первым рубежом. Началось все с ракеты Space Launch System, самой мощной пилотируемой ракеты из созданных в современную эпоху. Почти 100-метровая машина, масса в 1000 тонн, чудовищная тяга, колоссальные нагрузки в первые минуты полета. Сама по себе такая ракета уже вершина инженерии, но именно поэтому она и остается источником огромного риска. Чем мощнее система, тем выше цена даже небольшой неполадки. И хотя запуск прошел успешно, не стоит забывать, насколько опасным был сам момент старта. В такие секунды ракета работает буквально на пределе возможного. Малейший серьезный отказ в двигателях, в подаче топлива, в управлении или в конструкции мог бы мгновенно превратить старт в борьбу за выживание. Корабль уже ушел от Земли, и это значит, что первый барьер преодолен. Но именно теперь начинается то, ради чего миссия и задумывалась. В ближайшие дни экипажу предстоит пройти через цепочку испытаний, которые нельзя до конца воспроизвести ни на тренажере, ни на Земле. Потому что одно дело — запуск. Совсем другое — жить и работать в корабле, который все дальше удаляется от планеты, за пределами привычной защиты, в пространстве, где любая система должна работать безошибочно, а любое решение может стать решающим. Сразу после старта все выглядело обнадеживающе. Полет пошел по плану, корабль начал выполнять первые предусмотренные этапы миссии. Но именно такие внешне спокойные часы особенно обманчивы. В реальности каждая минута ранней фазы полета — это проверка, действительно ли корабль готов к тому, что ждет его дальше. Любая скрытая неисправность сейчас может не проявиться как немедленная авария, но позже, когда экипаж окажется гораздо дальше от Земли, такая проблема может стать критической. А главное отличие дальнего космоса от околоземной орбиты в том, что там уже нельзя рассчитывать на быстрый возврат, быструю помощь или простое исправление ситуации. Одной из первых серьезных опасностей становятся радиационные пояса Земли. Это огромные области заряженных частиц, удерживаемых магнитным полем планеты. Для человека это не отвлеченная наука, а реальный фактор риска. Повышенное излучение способно воздействовать и на сам организм, и на электронику корабля. На низкой орбите многие полеты проходят в относительно защищенной среде. Но миссия Артемис-2 выходит гораздо дальше. Экипажу предстоит пересечь области, где уровень радиации существенно выше земного фона. Это значит, что корабль и люди на борту уже с первых этапов дальнего пути начинают испытывать то, от чего их десятилетиями защищала близость Земли. Но радиационные пояса — это еще только начало. Настоящая граница проходит там, где заканчивается магнитная защита нашей планеты. Как только Орион уйдет дальше, экипаж окажется в пространстве, где больше не действует тот естественный щит, который укрывает Землю от значительной части
космического излучения. Именно там начинается настоящий дальний космос. И именно там на первый план выходят угрозы, которые невозможно увидеть глазами, но которые могут оказаться одними из самых опасных во всей миссии. Одна из таких угроз — космическая радиация глубокого космоса. Высокоэнергетические частицы пронизывают пространство постоянно. Они способны проходить через материалы корабля, создавать вторичное излучение, воздействовать на живые ткани и на чувствительную электронику. Для короткой миссии риск считается допустимым, но это не означает, что он исчезает. Напротив, каждый такой полет дает ученым редкую возможность понять, насколько реальны эти угрозы для будущих экспедиций. Особенно если речь пойдет уже не о Луне, а о Марсе, где люди будут проводить в глубоком космосе не дни, а месяцы. Но есть еще более коварная опасность — Солнце. Пока корабль летит к Луне, все будет зависеть не только от техники, но и от космической погоды. Солнечные вспышки и выбросы вещества могут резко изменить радиационную обстановку вокруг корабля. Если сильное солнечное событие произойдет в неподходящий момент, экипаж окажется перед угрозой, которую невозможно устранить усилием воли или простым ремонтом. Именно поэтому специалисты на Земле внимательно следят за активностью Солнца, а сам корабль рассчитан на действия в случае повышения радиационного фона. Но даже при всех мерах предосторожности это остается одной из тех опасностей, которые нельзя полностью контролировать. Чем дальше удаляется Орион, тем сильнее меняется сама психологическая природа полета. Пока корабль сравнительно близко к Земле, можно мысленно держаться за ощущение, что дом рядом. Но в полете к Луне это чувство постепенно исчезает. Экипажу предстоит провести несколько суток в тесном объеме, в полном понимании того, что они уходят все дальше в пространство, где нет быстрого спасения и где любая ошибка становится гораздо серьезнее просто из-за расстояния. Это не только техническое испытание, но и тяжелое психологическое давление. Даже идеально подготовленные астронавты остаются людьми, а человек не создан для замкнутой металлической капсулы, летящей в пустоте между мирами. Именно поэтому в такой миссии нет второстепенных систем. Все, что на Земле кажется фоном, в космосе становится вопросом безопасности. Воздух, температура, влажность, удаление углекислого газа, водоснабжение, работа фильтров, датчиков и резервных систем — все это должно действовать безупречно. Если одна из систем жизнеобеспечения начнет работать нестабильно, проблема быстро перестанет быть технической и станет медицинской. В тесном замкнутом объеме даже небольшие отклонения могут привести к головной боли, ухудшению концентрации, слабости и серьезному падению работоспособности экипажа. А в глубоком космосе потеря концентрации — это уже опасность сама по себе. Отдельное напряжение связано с тем, что впереди у экипажа не просто полет в сторону Луны, а сложный облет по строго рассчитанной траектории. Навигация здесь — это не вопрос удобства, а вопрос выживания. Все маневры должны быть выполнены с высокой точностью. Если система ориентации даст сбой, если двигатели служебного модуля сработают не так, как нужно, если появится ошибка в расчетах или показаниях датчиков, корабль может отклониться от нужного курса. Теоретически траектория свободного возврата дает важный запас безопасности. Она позволяет использовать гравитацию Луны так, чтобы корабль естественным образом вернулся к Земле. Но это не магическая страховка от любой проблемы. Это всего лишь умная геометрия полета, которая все равно требует исправной техники и точных действий. Особенно напряженным будет момент, когда Орион окажется за обратной стороной Луны.
Там экипаж временно потеряет прямую связь с Землей. Это не авария, а запланированная часть миссии. Но именно такие минуты и показывают настоящий уровень риска. Если в это время что-то пойдет не так, помощь с Земли не придет мгновенно. Более того, в эти минуты экипаж окажется по-настоящему один. Все будет зависеть от их подготовки, от работы корабля и от способности сохранять хладнокровие в условиях полной изоляции. И именно поэтому астронавтов готовили не просто лететь, а принимать решения самостоятельно, вручную управлять ситуацией и действовать без внешней поддержки. Есть в этой миссии и еще один уровень важности. Артемис-2 — это не просто символическое возвращение к Луне. Это большая проверка всех технологий, которые должны открыть путь к следующим шагам. Каждый этап этого полета — сбор данных для будущего. Как ведут себя системы корабля с живым экипажем на таком расстоянии? Как человек переносит изоляцию, микрогравитацию, радиацию и стресс? Как работают процедуры безопасности в реальном пилотируемом полете? Все это критически важно, потому что за этой миссией последуют еще более сложные задачи, и каждая из них будет строиться на опыте, который экипаж получает прямо сейчас. Возвращение на Землю — это та часть лунного полета, где ошибка уже почти не оставляет шанса. Когда Орион начнет путь обратно и войдет в атмосферу, скорость будет колоссальной. Капсула буквально врежется в верхние слои атмосферы, а воздух вокруг нее раскалится до экстремальных температур. В этот момент вся судьба экипажа будет зависеть от тепловой защиты корабля. И именно здесь остается один из самых обсуждаемых вопросов всей программы. После предыдущего беспилотного полета состояние теплового щита вызвало серьезное внимание специалистов. Повреждения защитного материала тогда заставили инженеров особенно внимательно анализировать поведение системы при возвращении. Для пилотируемой миссии это делает финальный этап особенно напряженным. Да, расчеты, испытания и новый профиль входа в атмосферу должны обеспечить безопасное возвращение. Да, агентство уверено в выбранном решении. Но реальность космоса в том и состоит, что окончательный ответ дает не пресс-конференция и не компьютерная модель, а только сам полет. И потому можно сказать прямо, пока экипаж не вернулся на Землю, главная проверка миссии еще не завершена. Мир уже увидел успешный старт. Уже прозвучали слова о возвращении человечества к Луне. Уже стало ясно, что исторический этап действительно начался. Но в реальности миссия сейчас находится только в начале своего пути. Впереди радиация, глубокий космос, навигационные испытания, облет Луны, изоляция за ее обратной стороной и затем огненное возвращение домой. Все это еще не случилось. Все это еще впереди. И, возможно, именно поэтому Артемис-2 так важна. Это не история о том, как человечество просто красиво стартовало. Это история о том, как после десятилетий паузы люди снова решились уйти туда, где нельзя быть до конца уверенным ни в чем. Старт уже состоялся. Первый шаг уже сделан. Но настоящий смысл этой миссии станет ясен только в тот момент, когда Орион завершит свой путь, пройдет через все опасности и благополучно вернет экипаж на Землю.